Богдан Титомир – первый в России рэп-исполнитель, кумир молодежи 90-х. Его выражение «people» хавает на слуху и по сей день, а клип на песню «Делай, как я» стал своего рода девизом начинающих свою музыкальную карьеру молодых исполнителей. Экспрессия и брутальность, культивируемые артистом на пике его популярности, не утратили своей актуальности и сейчас. Сегодня Титомира сравнивают с Че Геварой на сцене, а его эксцентричные поступки, как и новый формат исполнения песен, постоянно вызывают волну интереса и обсуждений. Детство и юность. Богдан родился весной 1967 года в семье Петра Титомира и Зинаиды Титаренко. Родители, строительный инженер и экономист-программист, переезжали из города в город на Украине. Сначала жили в Одессе, где родился сын, затем переехали в Северодонецк. Потом в Харьков и в Сумы. Там мальчик пошел в школу номер 7. По слухам, когда Титомир стал суперпопулярным, он вернулся в родную школу и осыпал встречающих долларами. В детстве мальчика держали в строгости, а чтобы он не попал в дурную компанию, Зинаида Васильевна записала его в секцию плавания. Со временем юноша достиг уровня КМС. Петр Иванович, любивший петь под гитару, учил сына игре на инструменте, но была в семье одна тяжелая проблема, о которой Титомир признался в интервью. Отец с алкоголем крепко дружил, так что я насмотрелся. Родители разошлись из-за этого. Отец наезжал на мать, иногда и мне доставалось. Но сейчас я благодарен родителю, что не давал расслабиться. После развода родителей Титомир не оставил музыкальные занятия, решив освоить фортепиано. Обладая от природы хорошим голосом, он рассчитывал получить консерваторское образование. По окончании школы Богдан уехал в Москву и поступил в Гнесинское училище, которое так и не окончил, проучившись там всего полгода. Творческий путь. После отчисления Богдана призвали в армию, где он был ответственным за культурно-массовую работу и организовал самодеятельный ансамбль. А после демобилизации занялся аранжировкой песен на студии знаменитого «Ласкового мая». Вскоре он стал музыкантом коллектива Дмитрия Маликова, после чего сотрудничал с эстрадным певцом Владимиром Мальцевым. В его коллективе Титомир был бас-гитаристом, а на клавишных инструментах играл Сергей Лемах. Оба молодых человека были амбициозными, талантливыми и мечтали пробиться на большую сцену в качестве солистов. Обсуждая однажды свои возможности, решили создать дуэт «Кармен» в стиле поп-экзотик. Лемах предлагал выступать в стиле хэви-метал, но Богдан убедил коллегу, что путь и в куртках-косухах и модных ботинках они гораздо эффектнее будут исполнять хип-хоп, музыкальный жанр, о котором в СССР в 1989 году имелось весьма смутное представление. Вскоре «Карате-мен» собирали стадионы по всей стране, распевая «Чио, Чио-сан», «Лондон», «Гудбай». Это Сан-Франциско, Париж, Париж, парень из Африки. Танцевальная экспрессия дуэта дополняла композиции. Вскоре Титомир и Лемах выпустили первый совместный альбом «Вокруг света». В 1990 году группа получила премию «Шлягер». Невероятная популярность привела к тому, что между исполнителями начались разногласия о главенстве в дуэте, и Титомир ушел из «Кармен» на стадии записи второго альбома «Карате-мания» в сольный проект. Лемах, оставивший за собой раскрученное название коллектива, переписал вокал уже готовых композиций и выпустил альбом как свой первый сольный диск. Богдан в это же время радовал поклонников новыми песнями, записав свой сольный альбом «Высокая энергия». Продюсером певца стал Сергей Лисовский. Музыкальная карьера Титомира продвигалась быстро. Песни «Делай, как я» и «Ерунда» стали первыми клипами артиста и демонстрировались в прайм-тайм популярного канала «Вторых 2 ежедневно». Усилиями продюсера о Титомире был снят репортаж американским каналом CNN, а известный телеведущий Леонид Парфенов назвал его символом 90-х в своем авторском проекте «Портрет на фоне». Именно в его программе приглашенный музыкант впервые произнес «People», «Публика», «Все хавает». Впоследствии фраза, сокращенная до 2 слов, стала крылатым выражением в среде шоу-бизнеса. В 1993 году вышел второй альбом исполнителя «Высокая энергия 2», а в 1995 «Самая большая любовь» X-Love. Звездность музыканта зашкаливала. Его регулярно приглашали на съемки в телевизионные шоу. Так, в 1996 году в образе выпускника ПТУ он появился в первом проекте старых песен о главном. А на следующий год предстал перед телезрителями как Карабас-Барабас в шоу «Новейшие приключения Буратино». Казалось,
Суперзвездность будет постоянным спутником артиста, но к большому изумлению его многочисленных поклонников, Богдан неожиданно все оставил и уехал в Штаты, якобы для изучения системы клубного бизнеса. Позже он рассказал: «Я был заказан, и не единожды. Меня считали авторитетом среди музыкантов. И, конечно, было много знакомых среди братвы. Так что если поступал заказ на мою казнь, мне тут же отзванивались. Я как-то умудрялся лавировать. Но когда позвонили 4 человека из разных группировок и посоветовали затихариться где-нибудь на годик-другой, я задумался. И свалил в Америку на 3,5 года. В США он прибыл как Олег Титаренко и работал в ночных клубах как диджей БО. В Штатах Титамир заполучил проблемы с Интерполом из-за наркотиков, после чего решил поменять образ жизни. По его словам, он избавился от зависимости, серьезно занялся здоровьем. Увлекшись философией буддизма, изобрел собственные методики преодоления дурных привычек и отказался от употребления мясной пищи. В начале 2000-х Богдан Титамир вернулся в Россию с новыми идеями и стал одним из создателей молодежного клуба «Газголдер» в Москве. Помимо развития собственной музыкальной карьеры, он стал продюсером Олега Груза, группы «Мальчишник», затем рэпера Басты, творчество которого нашел во время поездки в Ростов-на-Дону. С Машей Малиновской в 2008 году вел программу «Звезды стриптиза». По словам Богдана, при выборе сценического образа он ориентировался на Че Гевару, и весьма органично чувствует себя и сейчас. Пополнил собственную дискографию пластинкой «Свобода» в 2006 году, двойным альбомом «Нежный и грубый» в 2010 году и диском «Очень важный перец» в 2011 году. Последний отличался джазовыми, фанковыми композициями, перемежающихся с хип-хопом. Заглавная одноименная песня из альбома стала гимном телеканала «Перец», возглавляет который Дмитрий Троицкий. Он же выступил сопродюсером диска Титамира. Сам музыкант уверен, что танцпольная глупая долбежка людям надоела, а эстетствующей публике не хватает именно его музыки. В конце 2020 года Богдан порадовал своих поклонников появлением в шоу «Суперстар». Возвращение. Также в нем появились Алиса Мон, Ирина Шведова, Николай Трубач. Личная жизнь Богдана Титамира. Титамир не раз говорил, что он человек влюбчивый, а барышни на пике его популярности сами предлагали Богдану близость. Но по-настоящему он полюбил лишь в начале 2000-х годов, когда вернулся из США в Москву. Девушка была совсем юной, жила вместе со строгой мамой. Год они встречались, пока певец не понял, что возлюбленная ему нужна как воздух, и позвал ее жить вместе. Титамир признавался, что у них было настолько мощное взаимопонимание и сильные чувства, что он всерьез думал о семье и детях. Они отдыхали в Сочи, когда он узнал, что любимая беременна. Но узнала об этом и ее сестра, рассказавшая обо всем матери. Девушку едва ли не с милицией припроводили в Москву, где родительница заставила ее сделать аборт. Для Богдана в тот год, по его словам, все рухнуло. Длительное время Титамир не заводил серьезных отношений, хотя о его романах, слухов и сообщений в прессе было немало. Так, ему приписывали связь с ассистенткой передачи «Поле чудес» Римой Агафошиной и «Мисс России» 2009 Софией Рудьевой, с которой он познакомился на съемках клипа «Биксы» задолго до ее восхождения в ранг первой красавицы страны. В 2008 году музыкант сделал предложение солистке девичьей группы «Бархат» Анне Егошиной, с которой его познакомил рэпер Тимати. Но свадьба двух звезд так и не состоялась, а Титамир в очередной раз стал участником скандала. Порноактриса Ангелина Дорошенкова, бывшая студентка МГИМО, обвинила его в изнасиловании и рукоприкладстве. Богдан комментировать эти откровения не стал, заявив, что у него нет времени комментировать глупости. Зато в одном из телеэфиров подтвердил свой давний страстный роман с белокурой красавицей-актрисой Еленой Кандулайнен. В настоящее время Титамир остается завидным холостяком, но, похоже, такая жизнь его более чем устраивает. Богдан Титамир сейчас. В начале 2021 года музыкант стал победителем телешоу «Суперстар». Возвращение. Правда, первое место он разделил с Ириной Шведовой, но это не умаляло его вокальных достоинств и талантливых постановок. В репертуаре певца появились новые композиции. В их числе «Мы сделаем вас счастливыми», «Пес Эрос», «Большой теннис». Несмотря на то, что главному рэперу 90-х за 50, он не перестает удивлять верных поклонников как своим творчеством, так и своими эпатажными выходками. Например, он принял участие в YouTube-шоу «Что было дальше?».
вместе с Василием Уткиным, и в ходе шоу всячески оскорблял ведущих и красовался в странных позах.